Готов вкалывать. На связи Collectors Hub, а это леди-пул на единороге, которую мы сделали сами за 4 недели. В этом видео мы покажем вам все трудности, процесс печати, шлифовки, и фишка этой модели в том, что мы первый раз держали в руках паяльник не просто на видео, а вообще в первый раз. Давайте посмотрим, как это было, что пошло не так и почему за месяц работы нам несколько раз хотелось бросить все, но мы все равно довели работу до конца и очень ей довольны. Начинаем, как всегда, с печати. Часть базы – это большой бум, и я делаю его из прозрачной смолы, потому что в этой модели мы хотим строить подсветку. Из-за того, что у прозрачной смолы большее время засветки, печатать приходится намного дольше, чем, например, с серой смолой. И как это обычно бывает, объемные части модели не влезают целиком на платформу нашего принтера. Поэтому я заранее подготовила файлы в 3 частях и печатаю их по очереди. Процесс не быстрый. На весь большой бум уходит около 15,5 часов. Пока одни детали печатаются, другие уже промываются, третьи сушатся, а 4-е я готовлю к следующему заходу. Максимальная синхронизация в мастерской на балконе. Всего-то 3,5 квадратных метра, но ощущение, что у нас тут мини-завод. Только без зарплаты, поэтому будем благодарны за каждый лайк и комментарий к этому видео. Для вас это ничего не стоит, а для нас огромная поддержка и мотивация. Сейчас немного поработаю с базой, чтобы подготовить все 3 части к стыковке. Просто срезаю поддержки с 3 элементов большого бума. Нюанс в том, что когда печатаешь модель по частям, важно правильно расставить поддержки. Особенно если они попадают на грани, где потом все должно состыковаться. Часть базы собираю, но идеально состыковать элементы без щелей не выходит. Будем исправлять. Беру ту же прозрачную смолу, из которой печатали. Промазываю швы на стыках и засвечиваю ультрафиолетовым фонариком. После этого просто шлифую лишнее. Подбираю форму и спиливаю остатки смолы, чтобы все легло ровно. Есть и проблема с посадкой единорога на большой бум. Нога не входит в слот, и область корректировки довольно большая. Отмечаю маркером проблемный участок, а дальше уже по этой разметке аккуратно спиливаю, специально обученным инструментом. Осталась третья, последняя часть базы. Сначала приклеиваю ее, прохожусь по швам прозрачной смолой и засвечиваю до полного высыхания. Обязательно проверяю, как она стыкуется с круглой частью базы. Теперь все встало на место, можно переходить к работе с подсветкой. Работать я буду паяльником Alientek T80P, который приобрел специально для этого проекта. Выбрал именно его неспроста, он легкий, компактный и простой в использовании, то, что нужно для новичка. Припой тоже подбирал осознанно, главное, чтобы был с флюсом и с хорошими отзывами, потому что в пайке я пока что новичок и ориентировался на опыт других. В итоге я остановился на варианте от фирмы Технопайка. За кадром я уже соединил провода с плюсом и минусом моих диодов. Их будет 3. Для скрутки использовал специальный инструмент. Очень удобная штука, особенно если не умеешь паять. Но я решил не ограничиваться только скруткой и дополнительно все пропаял, для надежности. В качестве источника питания выбрал батарейку типа Крона. Она дает стабильное и достаточно долгое питание. Но есть нюанс. Напряжение у нее слишком высокое для диодов, поэтому они могут сгореть буквально за секунду. Поэтому в схему я добавил резисторы. Это такие штуки, которые глушат часть напряжения и обеспечивают безопасную работу диодов. Плюсовой провод я соединил с ножкой резистора и повторил это для каждого диода. Вторые ножки резисторов тоже соединил с отдельными проводами. Чтобы подсветку можно было удобно включать и выключать, я добавил кнопку. Так не придется каждый раз лезть к батарейке. У кнопки 2 плюсовых контакта. Один я подсоединил к плюсу от батарейки, а второй к общей косе плюсов от диодов. Припаял по проводу к каждому контакту. Теперь интегрирую все это дело в базу. Нашел 3 плюса с резисторами, соединил их в одну косу, скрутил и пропаял. Эту косу припаял к одному из проводов от кнопки. Второй провод от кнопки соединил с плюсом от батарейки. С минусами поступил также, скрутил, пропаял и подключил к минусу батарейки. Подключаю, нажимаю кнопку и о чудо, все работает с первого раза. Осталось привести в порядок дно базы или то, что от него осталось. Беру кусок, который вырезал под батарейный отсек, и вклеиваю обратно, чтобы было проще работать. Потом просто постепенно выравниваю поверхность с помощью смолы, пока результат меня не устроит.
Когда прозрачные элементы готовы, перехожу к печати деталей из серой смолы. Вы только посмотрите на этого пузатого единорога. Ну и леди пул, база, облака и другие части модели. На этом этапе я наконец завершаю печать. Теперь перехожу к снятию поддержек. Предварительно купаю модель в ультразвуковой ванне при температуре 40-50 градусов, чтобы смола стала помягче и поддержки отходили легче. Ох уж этот хруст, звучит как идеальный АСМР. Перед шлифовкой нужно как следует засветить все детали в ультрафиолетовой камере. А в солнечное время года я дополнительно оставляю части модели позагорать на подоконнике. Ну а теперь шлифуем. Начну с облаков. Кратеров здесь немного. Поддержки оторвались аккуратно, так что справляюсь обычной электрической зубной щеткой с наждачкой. Нашей гениальной инженерной разработки. Мне за эту разработку такую премию дадут. О! Иногда я использую специально обученные инструменты. Но, как правило, они оставляют царапины, шероховатости и приходится проливать эти места смолой и отдельно засвечивать, чтобы выровнять поверхность. Мне же все-таки приятнее работать щеткой с наждачкой, обычной пилкой для маникюра и бафиком. Теперь приступаю к обработке единорога. Как видите, почти все поддержки располагаются на нижней части модели, минимизируя необходимость шлифовки видимых участков. Кстати, вот тут произошел косяк печати. Язык единорога располагался высоко от платформы. То есть поддержка была очень высокой и область отрыва залилась смолой. Надо было укрепить ее вручную еще на этапе подготовки. Но в целом ничего критичного, даже реставрировать не придется. Шлифую сначала щеткой, потом жесткой пилкой и выравниваю, стараясь воссоздать нужную форму. Ну и в завершении этапа шлифовки сама леди пул. Поддержки отошли удачно, кратеров почти нет. Разве что на ее филейной части, но тут я справлюсь просто щеткой. Завершаю шлифовку, все, что нужно, выровнено. Осталось только собрать, чтобы проверить стыковку деталей и загрунтовать. Ну что, друзья, готова модель грунтовки. Наконец-то. Времени ушло на самом деле больше, чем рассчитывалось. Примерно неделя ушла на печать, неделя ушла на обработку. Есть некоторые детали, которые не стыкуются до конца без напора, без какого-то давления, но в целом результат вот такой. Оставляю загрунтованные детали до полного высыхания. Для разных частей модели использую разные цвета грунтовки. В основном коричневый, а там, где будут яркие цвета, белый или серый. Короче говоря, заранее упрощаю себе работу. Знаю, что многие любят именно черный грунт, но мне удобнее в работе именно коричневый. Он нейтральный, хорошо работает под светлые и под темные краски, и с ним проще выстраивать цветотени и градиенты. Приступаю к окрашиванию и начинаю с большого бума. Для начала наношу темно-коричневый контраст во все тени и углубления модели. Это даст хороший объем и станет основой под последующие слои. Также окрашиваю нижнюю часть. Она не будет видна, но полностью прозрачной ее оставлять нельзя. Поэтому затемняю. Элементы, похожие на обломки деревянных щепок, тоже окрашиваю в темный, дальше доработаю их детальнее. Теперь перехожу к выступающим частям. Использую ярко-желтый контраст. Он отлично работает по прозрачной смоле, особенно там, где до этого не было краски. Верхушки остались почти чистыми, и за счет прозрачности цвет ложится очень ярко. Там, где краска пересекается с уже нанесенным темно-коричневым, получается мягкий градиент. Теплый, плавный, с хорошим переходом от тени к свету. Я стараюсь прокладывать цвет тонко, слоями, чтобы не перебить объем и не залить все одной плоской заливкой. И теперь добавляю красный контраст, тоже тонким слоем. Он делает общий оттенок ярче и дает тот самый нужный оранжевый цвет огня. Переходы становятся теплее, и вспышка начинает выглядеть более реалистично. На этом моменте я заметила, что аэрограф плюнул коричневой краской в одно из углублений модели. Поправлю это аккуратно ватной палочкой, смоченной в спирте. Если подтереть цвет без сильного трения, можно убрать лишнюю краску и сам плевок, не повредив остальную поверхность. После этого просто повторю все как раньше. Заново нанесу нужные слои в той же последовательности, и ничего видно не будет. Поскольку смола у меня прозрачная, нужно поймать правильный баланс. Слои должны быть тонкими, но в достаточном количестве, чтобы цвет был выразительным, а подсветка оставалась видимой. Когда общий тон меня устраивает, перехожу к верхушкам.
Усиливаю контраст, добавляя немного белого. Сверху снова прохожусь желтым и красными контрастами. Так получается естественный градиент с яркими, сочными выступами, которые добавляют финального объема. Намешиваю подходящий цвет для основы деревянных щепок. Эти детали я уже окрашиваю кистью вручную. Подсветка здесь не нужна, так что можно наносить краску плотнее. Сначала наношу базовый цвет, потом прохожусь светлым оттенком тонким слоем. И в завершение разбавленной краской покрываю всю поверхность. Она растекается по трещинам и подчеркивает текстуру дерева. Перехожу к окрашиванию основной базы. Она, как ее обломки, деревянная, поэтому моя задача тут простая. Создать текстуру дерева с помощью аэрографа и кисти. Уже давно я придумала для себя идеальную формулу простого и быстрого окрашивания древесины. Сначала использую Валеха Wood для аэрографа. Это светлый, желтовато-бежевый оттенок свежей древесины. Он отлично подходит в качестве базового слоя. А дальше я просто беру кисть и прохожусь по всей модели краской Валеха Wood Grain. Как обычный базовый слой, она ложится очень плохо. Но в сочетании с этим светлым древесным тоном она работает как масляная проливка. Красиво растекается, заполняет углубление и подчеркивает текстуру дерева. Быстро и без лишней возни. Когда все слои на базе подсохли, окрашиваю канатную окантовку в золотой цвет, а металлические элементы у основания в серебряный. Теперь окрашиваю металлическую опору. Создаю базу под металл, покрываю ее из аэрографа серебряной краской. Но просто блестящий металл показался мне слишком скучным. Поэтому я решила добавить немного ржавчины. Беру специально предназначенную для этого проливку и, не жалея, наношу ее на всю деталь, чтобы она затекла в углубление и придавала всей поверхности более поношенный вид. После высыхания добавляю еще одну проливку, уже темную, на винты и болты, чтобы добавить глубины и слегка приглушить блеск. Я так ждала и хотела покрасить единорога, что за 2 дня работы над ним успела возненавидеть. Но все-таки приступим к его окрашиванию. Тяжело. Грунт на единороге у меня серый, поэтому первым делом задаю основу. Тельце у него должно быть белым, и чтобы добиться чистого цвета без лишних слоев, нужно аккуратно выровнять фон с самого начала. Розовый хвост на начальном этапе я окрашиваю вручную. Сначала кистью, потом аккуратно дорабатываю аэрографом. Я стараюсь минимизировать контакт аэрографа со стыками, чтобы при задуве часть яркой краски не залетела на место соединения хвоста и тела. Как только хвост готов, начинаю работать с тенями. Использую 2 оттенка – светлее и темнее основного розового. Темным прохожусь по углублениям, а светлым слегка выделяю верхние части, чтобы хвост выглядел более объемным. То же самое повторяю и с гривой. Теоретически можно было бы использовать маскировочную жидкость или вырезать защиту из малярного скотча по всей поверхности тела единорога. Но, честно, иногда на это уходит больше времени и нервов, чем на аккуратную ручную покраску. Просто чуть-чуть больше концентрации, аккуратности и обязательно перерывы между этапами. Потому что при долгом сидении спина затекает, руки устают, а глаза вообще уходят в расфокус. Только глупостями не. У меня работа сидячая. Для таких точных работ я использую минимальный доступный размер сопла. В моем случае это 0,2 мм. Кстати, именно на этом этапе я как раз обновила комплект. Старое сопло уже плевалось краской так, что к светлой модели его было страшно подносить. Далее приступаю к окрашиванию седла. Я внимательно изучила референс и решила, что хочу сделать цвет кожи чуть ярче и светлее, чем в оригинале на рендере модели. Все-таки надо как-то оправдывать фразу «я художник и я так вижу». Так что мое седло будет цвета свежей светлой кожи с теплым оранжевым оттенком. Примерно как куртка или сапоги для верховой езды от Ralph Lauren. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сначала окрашиваю нижнюю часть седла. Обычной кистью в 2-3 слоя, чтобы получить ровный цвет. Он будет немного темнее верхней части. А вот дальше все-таки решаю немного ускориться и использую маскировочную ленту. Аккуратно оклеиваю все стыки с белой частью модели, чтобы спокойно работать аэрографом и не переживать за чистоту границ. Окрашиваю посадочное место в приятный рыжеватый оттенок и приступаю к детализации. Мне захотелось сделать ромбовидные углубления на седле чуть темнее.
Поэтому я попробовала нанести точечно проливку внутрь. Но, посмотрев на промежуточный результат, мне не понравилось. Смотрится грязно, перебивает фактуру. Поэтому я решила немного разбавить проливку водой, чтобы она ложилась мягче и не перекрывала основной цвет. И уже этой более легкой смесью я прошлась по всей внешней поверхности седла, так тени легли аккуратнее и фактура осталась на месте. Теперь приступаю к окрашиванию мордочки единорога. Использую базовый скинтон, он как раз того самого нужного оттенка. Мягкий и пастельно-розовый. С помощью аэрографа аккуратно наношу его на всю поверхность. С этим цветом работать уже намного проще. Даже если он немного залетит на границу с белой частью, убрать его будет гораздо легче, чем, например, тот же контрастный розовый с хвоста. Окрашиваю брови в тот же оттенок, что и грива, чтобы все смотрелось гармонично. После этого перехожу к глазам единорога. Использую Black Legion Contrast от Citadel в 2 слоя, аккуратно обходя фигуру по контуру. Со вторым глазом проделываю то же самое. Язык и украшения на уздечке покрываю красным. Просто и аккуратно. Чуть позже я их доработаю. Уздечку и рог окрашиваю с помощью золотистого маркера. Обычно я работаю кистью и краской, но в этот раз я решила показать, что маркер – это тоже вариант. Он хорошо работает на ровных, прямых или наоборот выпуклых поверхностях. Там, где не хочется, чтобы краска затекала в углубление. А вот узкие пространства между гривой и рогом дорабатываю кистью, потому что с маркером невозможно добиться такого же контроля в узких местах. Возвращаюсь к деталям седла и окрашиваю пряжки. Сначала прохожусь базовым металлическим оттенком, аккуратно стараясь не залезть на ремни. После высыхания немного затемняю внутренние грани, потому что объем в окрашивании – наше все. Осталась финальная деталь из базового окраса – копыта. Покрываю их обычным черным цветом. Здесь снова нужен максимальный контроль кисти и количество краски. Важно не испачкать белую часть персонажа у граней. Обычно я работаю с довольно густой краской, разбавляя ее парой капель воды. Но для этой яркой работы я решила попробовать серию Контраст от Citadel. В целом мне она понравилась, но правда ценник сильно кусается. Сколько? Возможно, для миниатюрщиков как раз то, что надо. Банкой целую армию можно покрасить. Но для масштабных моделей, как у меня, расход получается приличный. Ну и, наконец, финальные штрихи и детализация. Как всегда, мне хотелось упростить себе жизнь. И я задумалась, а как быстро и ровно сделать белые зрачки на черном фоне, чтобы не тратить кучу времени на ручную прорисовку. Короче, вот что я придумала. Беру белый лист, дырявлю его овальной шлифовальной насадкой, получаю импровизированный трафарет с круглым отверстием. Ну, гениально же, подумала я. Вот у меня уже трафарет, вот я уже беру аэрограф, радуюсь тому, как все удобно, и... Ну, вы сами все видите. От меня больше продолжения истории не будет, потому что в итоге глаз я все-таки прорисовывала вручную. А вот вы можете продолжить эту историю в комментариях, напишите, кто вы. Может быть, вы сами красите фигурки или просто залипаете на это безумие. Тем не менее, мы продолжаем дальше. На седле окрашиваю канатную окантовку в золотой цвет. Часть сбруи тоже делаю золотой. Из неокрашенных деталей оставались только металлические подковы. Покрываю их серебристой краской. Дополняю верхнюю часть сбруи тем же цветом, что и седло, чтобы все выглядело цельно. И в завершении прохожусь почти белым оттенком сухой кистью по выступающим частям фигурки, по граням хвоста, гривы и седла. Единорог готов. На этой модели действительно большая детализированная база. Поэтому перехожу к следующей части – радуги. Первым делом наношу аэрографом базовый розовый цвет. 2 слоя и достаточно, потому что изначально я покрыла ее светло-серой грунтовкой и оттенок ложится ровно. Ну а дальше вспоминаем стишок. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Хотя, когда я готовила краску для дуг, в какой-то момент я поняла, фазана тут почему-то нет. Ну и отлично, значит фазана не застрелят. В общем, аккуратно кистью наношу нужный цвет на каждую дугу радуги поочередно. Вообще,
Красить такую яркую модель – это прям удовольствие. Я много работала с заказами, и, если честно, редко попадаются модели на по-настоящему ярких и многоцветных персонажей. В основном это разные вариации темного, металлические цвета или одноцветные костюмы. В завершении смешиваю примерно 50% воды и 50% белой краски, чтобы получить полупрозрачную жидкость. Наношу ее на всю радугу, она затекает в щели и мелкие сколы, которые предусмотрены в модели и помогает выровнять переходы между разными цветами. Так получается мягкий, объединенный эффект без резких границ. И последние детали базы – облака. Добавляю по верхам немного розового тонким слоем из аэрографа. Когда они будут стоять под розовой радугой, создастся ощущение, что на них падает мягкий свет от нее. Получаются такие мягкие воздушные маршмеллоу. Время, кстати, перекусить и, наконец, приступить к покраске героини этого видео Леди Пул. Перед тем, как приступить к окрашиванию, я собираю все части тела с помощью липкой клейкой массы, которой можно закрепить вообще что угодно. Она помогает временно зафиксировать детали, а потом легко убирается без следов. Я не склеиваю модель сразу, потому что потом будет удобнее прокрасить мелкие элементы. А тут, на секундочку, около 30 металлических пряжек. Я считала. Это природный дар. Сначала наношу светлую краску на все выступающие части тела, немного заходя на остальную поверхность. Это сразу даст нужную яркость, красный ляжет насыщеннее, чем если бы я просто наносила его поверх коричневого. А если бы я сразу грунтовала модель белым, таких глубоких теней уже бы не получилось. Вы уже можете видеть, как красиво проявляются контрасты. То же самое я проделываю с Baby Pool. На самом деле тело Леди Пул только кажется простым. Тут довольно много мелких деталей. Начинаю с окрашивания ее сумок. Мне показалось, что цвет натуральной кожи с легким красноватым оттенком будет хорошо сочетаться с костюмом. Заодно прокрашиваю ремни на ее ногах. Пока это только первые слои, основная проработка будет дальше. Мне всегда казалось, что черный в костюме Леди Пул – это буквально пара элементов, типа ремня и маски. Но когда я начала детально рассматривать референсы, поняла, черного тут на самом деле довольно много. Все темные части костюма я окрашиваю в угольный оттенок. Это не просто черный и не серый, такой карбоновый цвет. Если закрасить все чисто черным, можно вообще не заморачиваться с тенями и светом. Все равно будет выглядеть как дешевая игрушка с самого дна Алька. Алик, ну ты где, а? Поэтому использовать чисто черный не лучшая идея. Лучше самому смешать черный с белым, либо взять готовый цвет. Например, Vallejo Heavy Charcoal или Gemscale черный НАТО. Затем продолжаю работу над окрашиванием сумок и логотипа на пряжке. Тут я немного увлеклась и в какой-то момент забыла, где у меня заканчивается зона камер. Так что дальше вы уже увидите готовый символ на ремне. Прокрашиваю оставшиеся детали и перехожу к пряжкам. Вообще, все пряжки на темных ремнях я крашу удобным для себя способом. Сначала наношу оттенок Gunmetal, а потом добавляю темную проливку прямо поверх. Это не сработает, если металлический элемент расположен, например, на светлой коже или одежде, но в данном случае все отлично. На рендере все выглядело довольно просто. Но когда начинаешь работать и видишь все текстуры, выступы, мелкие детали, понимаешь, на одной ноге 6 ремней, все разного цвета и с разной фактурой. И твои планы покрасить Леди Пул за пару часов остаются только планами. И я в такие моменты, если честно, каждый раз восхищаюсь людьми, которые красят миниатюрки. Ну, вот эти, которые с ноготь размером. Сколько труда, усидчивости и внимания нужно, чтобы аккуратно вырисовывать крошечные лица, волосы, посохи, плащи или броню. Именно поэтому я стараюсь работать с моделями не меньше 20 сантиметров. Меньшие выглядят, несомненно, красиво, но не так масштабно и зрелище. А силы времени на них уходит столько же, если не больше. Кстати, моя первая модель тоже была миниатюрой.
Это был какой-то набор, который продавался только в Hobby Games, Hobby, Торрент, Дубощит и компания. Ощущения были странные. Я искренне не понимала, почему модель нужно как-то самостоятельно обрабатывать. А когда выяснилось, что еще и грунтовать это надо вручную, это вообще был шок. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. В итоге я приклеила эту микромодель на плинтус, загрунтовала на балконе и с героическим лицом приступила к покраске. Кстати, я до сих пор ее храню. Вот она. Как напоминание о том, с чего все начиналось. Закончить я ее, правда, так и не смогла. Терпения мне не хватило. Но хватило, чтобы закончить окрашивание Леди Пул. Теперь, когда я закончила с мелкими деталями, можно наконец-то склеить модель. Я могла бы отложить это на потом, когда все будет полностью готово. Но в случае с такой детализированной и трудоемкой фигуркой это просто способ подбодрить себя и убедиться в том, что я на финишной прямой. Работа над окрашиванием головы довольно простая. Здесь нужно всего лишь окрасить темную часть маски и добавить белого, как в классическом логотипе. Ничего сложного, глаза и лицо рисовать не нужно. Но, как и везде, важна аккуратность, так что делаю и перехожу к волосам. Для прически я подобрала соломенно-желтый оттенок краски. Но перед тем, как его наносить, добавляю немного светлого на коричневую базу. Желтый – один из самых капризных и привередливых цветов. И так он ляжет мягче и ровнее. Катаны я окрашиваю аэрографом. Сначала задуваю в темный цвет, а потом уже кистью прорисовываю детали. От красного к темному работать всегда проще, чем наоборот. Поэтому сначала я задаю яркий цвет ромбов на рукоятке, а потом аккуратно заполняю темные участки между ними. И, наконец, финал. Baby Pool. У него почти идентичный костюм. Те же цвета, бутылочки и даже миниатюрный логотипчик на ремне. Все это я прокрашиваю вручную кистью, темные элементы костюма, ремешки и сумочки. Наконец-то мы подошли к завершающему этапу и к финальным кадрам, ради которых все это затевалось. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и увидимся в следующих видео.